Сегодня готовим корейскую острую чили пасту кучуджан. Я ждала долго, когда наступит сезон хурмы, чтобы приготовить кучуджан именно по этому рецепту. Вообще рецептов приготовления домашней чили пасты кучуджан очень много, но мы приготовим один из них, который основан на хурме, на сладкой хурме, когда она достигает именно своей максимальной сладости и когда она уже достаточно очень мягкая. Вот обратите внимание, насколько она мягкая. И у меня здесь две большие сладкие мягкие хурмы, где-то около, очень тяжелые они, где-то около 500 грамм, где-то полкило, я думаю, они обе весят. И почему, собственно говоря, хурма? Она обеспечит нам вязкую текстуру, базу, необходимую для создания этой пасты, и также она нужна нам для ферментации. Далее я буду использовать также мед. Почему мед? Потому что я хочу сделать максимально такой полезный для здоровья рецепт, пасту максимально на натуральных ингредиентах. Но можно использовать и сироп, например, сироп агавы. В Корее используют зерновой сироп. И, в принципе, вы можете использовать и обычный сахар. Далее, нам потребуется соль. Лучше использовать морскую соль, чем обычную столовую соль. И она нам нужна для чего? Чем больше соли вы добавляете, тем дольше вы можете хранить эту самую пасту. И следующий ингредиент – это молотый красный перец чили. Нужен очень мелко помолотый перец чили, такой, который используется для приготовления кимчи, такой как хлопья, сюда уже не подойдет. Обратите внимание, что острота всегда у перца, она бывает разной, какой-то более острый, какой-то менее острый. И последнее – это соевая паста. Вообще в Корее в основном используют соевый ферментированный порошок. Но я такой купить не могу. Если вы можете, то используйте его. Поэтому я буду использовать соевую пасту мисо или дидян. Это подойдет и та, и другая. Итак, мы приступаем. Извиняюсь за долгие объяснения, но нужно было все-таки это сделать. Две большие спелые мягкие хурмы, около 500 грамм, где-то около полкило, мы с вами моем, и можно сразу закладывать их в кастрюлю. Как открыть хурму, это не важно, как вам удобно. Мне кажется, что удобнее всего сделать это таким образом. И обратите внимание, насколько она мягкая, и она при этом сочная. Можно использовать и не идеальную хурму, а такую, которую обычно иногда даже и выбрасывают. Мы должны извлечь мякоть хурмы, и, соответственно, мы не используем ни кожуру и не используем семечки. Все семена, если они есть, мы их вынимаем. Постарайтесь максимально, удобнее всего делать это ложкой, снять мякоть с кожуры. И обратите внимание, если есть какие-то достаточно твердые такие части, которые находятся около семян, их можно тоже извлечь. И вот так вот выглядит масса перед началом ее приготовления. Мы должны довести эту массу до кипения. Это можно сделать на сильном огне. Затем мы должны уменьшить огонь где-то средне-слабый, ближе к слабому. И на таком средне-слабом огне, все время помешивая, мы готовим вот эту массу. Стараемся при этом ложкой твердой части, если они попадаются, вот так вот о края кастрюльки разбивать. И вот на такой вот стадии, обратите внимание на консистенцию, вы можете остановиться, использовать ручной блендер и помочь им здесь сделать это более однородным. Или можно этого не делать. Я это не делаю, я пропускаю, продолжаю мешать и разбиваю твердые части ложкой. Если вы перемалывали блендером, перемололи и опять продолжаете доводить массу вот до такой вот густоты. Это должна быть густота джема или даже уже ближе непосредственно к самой пасте. Когда мы достигли вот такой густоты,
мы снимаем массу с огня, лучше всего переложить ее в какую-нибудь другую емкость, чтобы она быстрее остыла, и вот так вот она выглядит. Мы должны ее целиком и полностью остудить натуральным образом. У меня соевая паста выглядит вот таким образом. В количестве 2 столовых ложек она у меня, но она имеет бобы. Паста бывает разная, бывает более такой однородной текстуры, а бывает с бобами. Я их вот таким вот образом через сито пропускаю, но вы можете перемолоть это в блендере. Просто мой блендер настолько хорошо не перемалывает, поэтому пропускаю через сито. И теперь мы готовы уже непосредственно, чтобы делать саму чили-пасту. Мед. У меня акациевый мед около 75 грамм. Я добавляю. Можно использовать, напоминаю, сироп или сахар. Количество добавляемых ингредиентов, оно относительно. Какой-то мед более сладкий, какой-то у сиропа, в зависимости от того, агавы или зерновой сироп, тоже сладость разная. Поэтому потом попробуйте, если что-то не хватает, добавите. Соевая паста. У меня 2 столовые ложки. Напоминаю, что можно использовать и лучше использовать ферментированный соевый порошок, но тогда его нужно будет в данном случае положить 3 столовые ложки. Добавляем и перемешиваем. Но обычно кто может достать ферментированный порошок, он и кочуджан может купить, потому что это продается в корейских магазинах, тогда не нужно так заморачиваться. Красный молотый перец чили. Напоминаю, что нужен мелко перемолотый перец, и острота у него разная, поэтому у меня около 75 грамм ушло, но опять же количество вы потом, опять же, когда все ингредиенты заложите, перемешайте, попробуйте, и если нужно, то добавите еще, потому что острота перца везде бывает разная. Тут иногда нужно поэкспериментировать. Хорошо и достаточно долго перемешиваем до однородности. И последнее, что мы добавляем, это соль. 2 столовые ложки я добавила, сейчас добавляю 1,5, но потом вы увидите, что я попробую и добавлю еще пол-столовой ложки, потому что, опять же, все всегда относительно, даже соленостью соли всегда бывает разной. Добавили соль, перемешали. И вот обратите внимание на консистенцию, какая она должна быть. Когда вы поднимаете пасту на ложке, она должна очень-очень с большим трудом с нее сваливаться, так что даже нужно будет немножко встряхнуть, чтобы она упала. Вот такая должна быть густота, и цвет должен быть достаточно такой красный, насыщенный. Это зависит от перца. Попробуйте вкус пасты, сделайте это лучше всего зубочисткой или чем-то. Главное, чтобы не попала ни вода, ни слюна в вашу пасту, иначе тогда она быстро испортится. Вот я попробовала и решила добавить немножко соли. Вы, например, когда попробуете, если сочтете, что это очень соленое или это очень острое, тогда добавьте мед или сахар, то есть того, чего не хватает. Опять же, например, хотите хранить долго, добавьте немножко побольше соли. Но поскольку здесь паста натуральная, все равно очень долго хранить не получится. После того, как мы закончили приготовление нашей пасты, она устроила нас по вкусу, мы закладываем ее в контейнер. Будем хранить в холодильнике. Как срок хранения где-то около 1 месяца. Вот такой пасты, потому что натуральная, без консервантов, без всего. Вкус этой пасты получился на 95% такой, как у настоящего заводского кочуджана. Вот. Употреблять можно эту пасту сразу, но лучше настоять ее хотя бы 3 дня. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!